Больше полувека остров Хосима был самым густонаселенным местом на планете, но сегодня он полностью пуст. 20 апреля 1974 года последний местный житель ступил на палубу корабля, и вот уже почти 50 лет в построенных многоэтажках живут лишь редкие чайки. Остров расположен на юге Японии, в 15 километрах от всеми известного города Нагасаки. С японского Хосима переводится как «пограничный остров». Его второе название – Гункадима, в переводе «остров Линкор». Оно, наверное, даже более популярное в Японии. И получил он его еще в 1920-е годы, а все потому, что журналисты местной газеты обратили внимание на то, что очертания Хосимы напоминает линейный корабль Тоса, строительство которого развернула в то время корпорация Mitsubishi на верфи в Нагасаки. Судно должно было стать флагманом японского флота, но этого так и не произошло. В 1922 году в Вашингтоне был подписан договор 5 держав, согласно которому ограничивалось их морское вооружение, в результате чего многие корабли пришлось разобрать, в том числе и Тосу. Тем не менее, корабельное прозвище к Хосиме приклеилось прочно, и в конечном итоге остров повторил судьбу линкора. До конца XIX века остров был бесхозным и лишь иногда использовался в качестве временного прибежища для рыбаков. Он представлял собой просто обломок скалы, скудно поросший зеленью. Все изменилось в 1880-е годы. В то время Япония переживала мощную индустриализацию, ценнейшим ресурсом при которой стал уголь. Остров был богат углем, и уже в 1887 году на нем основали первую угольную шахту, а в 1890 году остров выкупил один из самых крупных японских концернов Mitsubishi за 100 тысяч йен. Mitsubishi, обладавший большими возможностями и практически неограниченными финансовыми средствами, разработал проект подземной добычи угля на Хосиме. В 1895 году была открыта новая шахта глубиной 199 метров и еще одна в 1898 году. В конечном итоге под Хосимой и окружающим его Южно-Китайским морем образовался настоящий лабиринт из подземных шахт глубиной до 600 метров ниже уровня моря. Растущий масштаб угледобычи и соображения экономии требовали модернизации рабочего процесса. Ежедневная доставка рабочих смен морем из Нагасаки была экономически невыгодна, в результате чего было решено использовать пустую породу, извлекаемую из шахт, для увеличения площади острова и строительства жилья для шахтеров и обслуживающего его персонала. В конечном итоге площадь Хосимы возросла до 6,3 гектар. С запада на восток длина острова составляет 160 метров, а с севера на юг – 480 метров. В 1907 году остров оградили железобетонной стеной, чтобы его не размыло море или бушующие тайфуны. За полвека здесь было построено около 30 многоэтажных жилых домов, госпиталь, школа, детсад, плавательные бассейны, храмы, кинотеатр и клуб для шахтеров. Одних только магазинов на острове было 25 штук. Строительство жилых домов здесь продолжалось даже во время Второй мировой войны, когда в других районах страны оно было заморожено. В 1941 году на Хосиме установили рекорд. Добыли 410 тысяч тонн угля. Период с 1943 по 1945 год стали наиболее мрачными и кровавыми в истории острова. Сюда для принудительной работы на шахтах привозили китайцев и корейцев. Беспощадная эксплуатация и полуголодное существование повлекло за собой много жертв. Кто-то погибал в забое, кто-то умирал от истощения или болезней, кто-то пытался доплыть до Нагасаки, но чаще всего безуспешно. На совести у корпорации по разным подсчетам около 1300 привезенных сюда пленников. И, к сожалению, ими число погибших на Хосиме за 87 лет горных разработок не ограничилось. После окончания войны экономика Японии начала бурное восстановление. Уголь Хосимы по-прежнему был востребован. 50-е стали золотым десятилетием для острова. Компания-владелец стала вести бизнес куда более цивилизованным. В шахтерском городке была построена больница, а в 1958 году открылась огромная семиэтажная школа, ставшая последним крупным зданием, возведенным здесь.
Население Хосимы достигло своего пика в 1959 году. На 6 с небольшим гектарах острова жило 5259 человек, из них только 60% площади было жилыми. Плотность населения здесь составляла 139 100 человек на квадратный километр. Это было самое густонаселенное место на планете, где жилые кварталы были буквально забиты людьми. Mitsubishi установила тут своего рода диктатуру. Корпорация обеспечивала шахтеров гарантированным рабочим местом и заработной платой, бесплатным жильем, электричеством. Однако, кроме изнурительной работы, жители острова в принудительном порядке привлекались к общественным работам по уборке помещений и территорий. Жители острова целиком и полностью зависели от поставок продуктов, одежды и даже обычной воды с большой земли. До 60-х здесь было мало растений, и только в 1963-м сюда был впервые завезен плодородный грунт. На крышах зданий и свободных площадках были разбиты небольшие скверы, сады и огороды. Жители Хосимы получили возможность выращивать хотя бы минимальное количество овощей и гулять среди зелени. В конце 1960-х годов активно развивалась нефтяная промышленность, и нефть на мировом рынке заменяла уголь. По всей Японии шахты начали попросту закрываться как нерентабельные. В январе 1974 года Mitsubishi объявила о ликвидации шахт на Хосиме. Это не могло сказаться и на самом острове. Начался массовый отток рабочей силы, здания начали пустеть. Последний житель острова покинул его на теплоходе 20 апреля 1974 года, и остров Хосима навсегда превратился в город-призрак. Долгое время посещение Хосимы было запрещено, тем самым японское правительство пыталось обезопасить его от разграбления, так как предметы быта из города-призрака стали объектом интереса богатых коллекционеров. Однако уже с 2009 года власти вновь допускают на Хосиму всех желающих. Здесь был организован специальный пешеходный маршрут в безопасной части острова. Впрочем, погулять по острову-призраку теперь может любой желающий, не выходя из собственного дома с помощью Google Street View. Увидеть не только недоступные туристам кварталы, но даже побывать внутри покинутых зданий, зайти в шахтерские квартиры. В 2015 году остров включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Что интересно, остров стал местом съемок фильма «Агент 007. Координаты Skyfall». Остров был в качестве резиденции для антагониста-преступника Рауля Сильвы. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!